Флит Кассипур. Что значит так получилось? Такое вы мясо еб... Ужас. Тьфу! Всем привет! Сегодня с нами Флит, ну естественно Здорово. я. Здорово, братан. Вот меня назначили главным тренером. Теперь я буду следить за парнями в 2 раза жестче. Ты это понимаешь, Жень? Да, понимаю. Да, и сегодня мы здесь собрались, чтобы обсудить, как произошло и почему команда Forza проиграла на карте Mirage команде Dream Eaters. Мы взяли самые ключевые раунды, пока что еще которые мы не разобрали. И сейчас я с Женей, буду говорить, почему так произошло, и буду очень внимательно слушать, какие ошибки Женя заметит. В общем, Жень, такая ситуация. Я смотрел пистолетку со стороны, и вот, если ты не помнишь, мы сейчас ее еще раз просмотрим, да? Андрей сказал call rush B. Объясни мне, почему получилось так, что вы в какой-то момент пошли на шифте? Ну, получилось так, что Богдан говорит, типа, сделаем Б под мой смог. И получилось так, что когда мы делаем Б под его смог, мы идем контактом, и потом, когда он говорит, мы начинаем бежать. И он сказал просто идите шифтом, и я вам скажу, когда бежать. То есть получилась такая ситуация, что Андрей говорит, парни, первый раунд делаем rush B. В этот момент Богдан говорит, я кидаю смог, кто-то кидает флешку, вы начинаете идти шифтом, и получается такое, что кол капитана не все правильно поняли. Он еще не услышал его, типа, да. Он подумал то, что под его смог. Вот так вот происходит мажор, и самые интересные моменты мы не слышим в первом раунде. Ладно, это был один из ключевых раундов, потому что, начали мы, вроде проиграли пистолетку, и дальше же выиграли форс, но при этом был обмен форсами, и ты прекрасно помнишь раунд, вы оставались 2 в 2, и когда был ниндзя диффуз, да, ты помнишь этот да. момент? Объясни мне, я, к сожалению, не был в TeamSpeak, меня не находилось, я не слышал, о чем вы разговаривали, и очень, наверное, хочется людям и мне услышать, как вы так умудрились проиграть раунд, который был заведомо выигранный, что игрок просто упал с ковров и раздиффузил бомбу. Ну, вообще, изначально началось все с того, что мы были 4 в 4, у нас идет кол в TeamSpeak, что надо запушить КТ, мои мейты начинают пушить КТ, и их кто-то убивает с игла, справа с мусорки, 2. Получилось так, что мы остались 2 в 3 с Богданом или 2 в 4. Там Дима на миду умер, я помню, Сака, Да, он да. делал фраг и умер, и вы остались 4 в 4. Да, ну и потом получилось то, что наших убили, мы остались 2 в 4, Богдан убил одного, мы были 2 в 3. И КТ у нас уже не запушено, и Богдан только мог бомбу поставить на дефолт, потому что, либо, я не помню, смог был в коннекторе или нет, либо под хелпу. И там ситуация такая, ладно, если Богдан поставил бомбу, да, ты стоял около джангла, я помню, на углу. Да. А суть такая, что Богдан, я так понял, хотел сделать какой-то невероятный мув, он пошел оббегать через ковры. Да, он хотел с ямы прийти в ковры, потому что бомба была на дефолт. Инфы такой, что со спины, с ковров прийти может вообще не было, то есть вы не верили. Я не помню, что она была или не была, но мы не верили, наверное, просто, что может человек с ковров так идти. Но в итоге вот и ситуация Мы так вообще произошла. подумали то, что когда этот раунд проиграли, то, что он вышел с КТ и увидел, как Богдан убегает в яму и начал сразу дефузить. Да, но на самом деле он вышел с с ковров, поэтому мы сразу же после игры обсудили, поговорили. И я думаю, там были очень много переломных раундов, моментов. Один из них это, я до сих пор не понимаю, как так произошло, и будь я рядом с парнями, честно, такого бы не было, парни. Момент, когда Джерри дает кол, один Богдан играет на Б с АВП, вы вчетвером играете на А. Как ты можешь объяснить эту ситуацию, потому что произошел такой вариант, что, даже если Богдан 2 убивает, если убивает 2, то все равно вам вчетвером ретейк Б сделать очень сложно будет. И там такой кол приходит, то есть это первый раз вы так играете за все время, или это вы уже на праках тренировали, был ли такой вариант? Мы это практиковали на праках. И как? Если получается, что противники заходят на А, то мы их убиваем. Да, понятно, а если на Б? А если на Б, обычно, когда мы делали, Богдан 2 минуса давал. 1-2 100% давал. И потом мы ретейкали. Но ретейк работал или Да, 50-50? Работал. Там такой тайминг, обычно на бейсе, то он на позднем выходит, и типа у них гранат даже нету толком. Вообще, я, например, со стороны смотрел, и считаю это ошибочно, потому что Богдан должен смотреть 2 позиции.
Если вы смотрели Богдану Да, Зиг, да, еще да, ладно. да, но он согласен. смотрит и Зиг, и Бэдом. Ну, у нас это все делается, мы обычно ему смотрят кто-то на проход Зигу со скры. А опять вы не договорились? Нет, получается. договорились, просто там дали смог Алмазу внешний, он сказал, Зигу я отдал, у меня смог в коннекторе. Вот, это был опять очень важный раунд проигран, но игра была не закончена. Насколько я помню, после этого команда очень жестко собралась, из 15-9 или 8 начали камбэчить и брать раунды один за одним. И мне кажется, уже многие фанаты поверили, что Форзы могут выиграть, что реально вот чуть-чуть еще оставалось. Счет 15-12, выход на А, великолепный энтри. По-моему, ситуация была или 4 в 2, или 3 в 2. 4 в 3, по-моему. Да, 4 в 3. Ты стоишь в джангле с Макеей, как сейчас помню, показывает, что все, и упираешься в свято, на сидит Дима в тупой. И объясни мне, пожалуйста, как так произошло, что раунд, который очень проиграть сложно было, мы в итоге проиграли. Так получилось. Так получилось, вот так вот. Ладно, так объясни, ну что значит так получилось? Ты, например, сделал ошибку. Да, я сделал ошибку, но типа, вот я подумал, что он зашел в смог, я еще услышал, как он отпустил гранату, я вообще изначально подумал, то, что он, короче, я разминулся с ним в смоке, потом я момент слышу, что он отпускает гранату в коннектор. Вот тут он стоял. Да. Потом я слышу, что он отпускает смог или молли в коннектор, я в этот момент выхожу, он успевает достать калаш и дать мне одну. Вы на самом деле там почти чмокнулись губами, вы в смоках стояли, там обнимались, и просто он это почувствовал, что прикосновение твое. Да. А ты забил на все это большой бол. На самом деле это как бы сейчас смешно, нас чуть попустило, тогда было очень плачевно, потому что до игры, Женя, даст соврать, я парням всегда говорил, парни, в большинстве мы никуда не идем. Когда нас больше, мы сидим на своей пятой точке и отыгрываем от ошибки соперника. И опять же мы ошибаемся. У нас есть кряк в пленте, который не читается, потому что там Джерри был, он опорником умер. У нас есть флит, который закрыл соперника. У нас есть на КТ X, который контролит. То есть ситуация была заведомо выиграна и проиграли опять же за общение. Мы вот с Женей поговорили про Мираж, можем, конечно, разговаривать про оверпас, про другие моменты и все остальное. Если вам интересно будет, мы еще это в будущем отснимем, добавим. Но, как видите, вся ситуация произошла только из-за того, что парни просто очень мало общались. То есть заряд был, настрой был. И в какой-то момент просто вот это взаимодействие по общению, оно перестало быть настолько идеальным, как у нас было. Ну, мне кажется, буквально за неделю до нашей поездки мы очень круто отыгрывали праги. Да, выигрывали. Всех. Мы никому практически не проигрывали, мы всех обыгрывали. Астралис, там ничья была, Ликвид победа, Фейзы победа, Виталити, 3 победы подряд там было, по-моему. Ну, в общем, все было великолепно супер. И, ну, что ты думаешь, почему вот так команда плохо выступила на турнире? Я не знаю, Толян. Обосрались просто и все. Испугались, перенервничали, недооценка соперника. Чуть не розность была, недооценки 100% не было никакой. Просто у нас как-то не получалось играть в нашу игру, то, что мы обычно делаем дома. Не знаю, с чем это связано. Может, все-таки нехватка опыта? Для тебя первый лан был? Ну, крупный, который мейджор. Отборы на мейджор. Ну, да, может быть. Все переволновались, Дима очень сильно волновался, да. У нас на самом деле очень серьезный разговор был за один день до игры. Мы собрались всей командой, мы прекрасно понимали, что это шанс очень крутой попасть на главный турнир года. И мы обсудили, мы с командой пришли ко всем компромиссам, мы знали, что можем сделать намного больше. И что с такой игрой, к сожалению, не получится. Мы все обсудили, все решили, все были полностью заряжены, абсолютно. Ни один игрок не выпадал, но вот по общению почему-то оно пропало. Всем спасибо за просмотр, фанатам респект. Смотрите, болейте за нас на Бласте, таких ошибок не будем допускать. Жень, ну я полностью согласен, я надеюсь, мы успеем все это пофиксить. Да. Время есть, не так много, но до встречи всем на Бласте, всем спасибо, всем пиз.